Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. У меня продолжается борьба с остатками пряжи, сколько бы я ни вязала, они не заканчиваются. Поэтому сегодня я хочу вам представить еще одну идею, куда можно деть все вот эти вот маленькие моточки. Это будет идея, исходящая из одного из моих роликов. Сейчас где-то здесь появится картинка. Я показывала, как вязать из остатков пряжи вот такой вот квадрат. А сегодня покажу прямоугольник. Очень многие об этом спрашивали, потому что прямоугольные вяжутся обычно пледы, какие-то покрывала. И многие не могли понять, как же связать прямоугольник. И сегодня мы с вами разберемся. Сразу скажу, для вязания буду использовать остатки пряжи и крючок, который подходит мне под основную толщину моих ниток. То есть выбираю самые толстые ниточки и уже подбираю под них крючок. И если, смотрите, если у вас нитка сильно тонкая по сравнению там с какой-то основной, с которой вы начали, да, вязание, тогда добавьте к ней еще какую-то, чтобы толщина ниток у вас была плюс-минус везде одинаковая, иначе изделие будет где-то косить, а где-то стягивать. Ну что ж, давайте меньше слов, больше дела, приступаем к нашему вязанию. Начинаем наше вязание с 4 воздушных петель. Первую петельку я не затягиваю, она мне будет служить первой воздушной петлей. Дальше провязываю вторую, третью, четвертую. Теперь в первую петельку соединительной присоединяюсь и получаю вот такое колечко. Дальше набираем 1, 2, 3 воздушные, как столбик с накидом, и 1 воздушная промежуточная. Теперь в колечко вяжем 3 столбика с накидом. Первый столбик, опять в колечко второй, в колечко третий. И теперь последний столбик мы должны провязать патентный, или, как я его называю, еще удлиненный. То есть мы делаем накид, в колечко заводим крючок, вытаскиваем ниточку и провязываем 1, 2, 3. Вот такая конструкция у нас получилась. Дальше опять начинаем ряд точно так же, как вязали предыдущий. То есть провязываем 3 воздушные петли, как столбик с накидом, и 1 воздушная промежуточная. Разворачиваем вязание, и вот сюда, вот в это окошечко, провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик, сюда же в это же окошечко второй, и в это же окошко третий. Теперь вяжем воздушную и находим вот это окошечко, и в него провязываем также 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий, и завершаем ряд точно так же, как предыдущий, то есть провязываем патентный или же удлиненный столбик с накидом. Делаем накид и сюда же в это же окошко провязываем 1, 2, 3. Смотрите, следующий ряд мы провязываем точно так же по тому же принципу, что и предыдущий. То есть начинаем ряд с 3 воздушных, как столбика с накидом, 1 воздушной промежуточной, разворачиваем вязание, и опять видите, вот здесь у нас 3 столбика вместе, а вот здесь вот такое окошечко получается. Вот сюда мы провязываем 3 столбика с накидом. Первый, теперь сюда же в это же окошко второй и третий столбик, воздушная петля, и у нас образовалось еще одно окошко вот здесь. То есть в предыдущем ряду еще этого не было, и с каждым рядом таких окошек будет становиться все больше. В него мы вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий, воздушная петля, и находим наше последнее окошко, то есть между 3 столбиками и последним столбиком с накидом. И сюда провязываем 3 столбика с накидом, 2, 3, и сюда же патентный или удлиненный столбик с накидом. Провязываем 1, 2, 3.
Давайте поменяем цвет, провязываем одну воздушную, обрезаем нашу ниточку, вытягиваем петельку и берем новую пряжу. То есть провязываем с вами воздушную петлю, затягиваем ее. Вот смотрите, вот здесь мы с вами закончили вязать, да? Разворачиваем, вернее, вот так мы с вами закончили вязать, разворачиваем нашу работу. И теперь вот в это окошко между столбиком и 3 столбиками заводим сюда крючок и соединительной вот так вот присоединяемся. И продолжаем вязание точно так, как вязали предыдущие ряды. То есть провязываем 3 столбика, как столбик с накидом, вернее 3 воздушные, 4-ю воздушную как промежуточную. И теперь вот сюда в окошко вяжем 3 столбика с накидом. Провязываем 1 столбик с накидом, сюда же провязываем 2, сюда же 3. Все, заодно обвязали ниточки, хвостики можно будет обрезать. Теперь смотрите, в этом ряду, как я говорила, видите, в том ряду у нас было одно окошечко вот посерединке, а вот здесь вот 2. В следующем ряду будет 3, потом 4 и так далее. Провязываем одну воздушную и теперь в следующее окошко вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная и сюда же, точнее в следующее окошечко мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше 1 воздушная и вот сюда вот в уголок, вот между 3 столбиками и крайним столбиком провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 и сюда же провязываем патентный или удлиненный столбик с накидом. Вот. Смотрите, по такому принципу мы с вами будем вязать до тех пор, пока у нас не будет нужная ширина нашего изделия, то есть ширина нашего прямоугольника. Давайте провяжем еще один ряд, чтобы точно было уже, как говорится, зафиксировано все. Начинаем вязание 1, 2, 3 с 3 воздушных, как столбика с накидом, и 4 воздушной промежуточной. Теперь в окошко между нашим первым столбиком и между 3 столбиками с накидом мы провязываем 3 столбика с накидом. 1 столбик, 2, 3, воздушная петля. И теперь видите, у нас появилось уже 3 таких окошка. То есть фактически мы с вами вяжем вот сюда 3 столбика. Точнее, у нас идет как бы воздушная петля, да, воздушная цепочка из 3 воздушных и 1 промежуточной. В конце у нас точно так же 3 столбика и патентный столбик. И остальное у нас вот эти окошечки. Они провязываются одинаково. Провязываем 3 столбика с накидом. Воздушная. Следующий промежуток, следующее окошко опять 3 столбика с накидом. Воздушная. Опять следующее окошко 3 столбика с накидом. Воздушная. И теперь опять между 3 столбиками и последним нашим вот этим столбиком мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И сюда же не забываем провязать патентный столбик с накидом. Менять цвета можно
в любом месте, то есть в любом ряду можете провязывать 2-3 ряда одним цветом, можете один ряд и потом менять цвет. Тут уже зависит от вашего желания и от вашей задумки. Но самое главное, помните, что начинаем мы всегда с вами вязать с 4 воздушных, 3 воздушные, которые служат нам столбиком с накидом, 1 воздушная промежуточная. Теперь провязываем вот сюда вот в окошечко еще 3 столбика, дальше воздушная, 3 столбика, воздушная, 3 столбика. И так мы вяжем, пока не дойдем до конца ряда. И в конце ряда мы провязываем вот сюда вот в окошечко, в последнее крайнее, 3 столбика и патентный столбик с накидом. То есть по такому принципу вяжем, пока не получим нужное нам расширение, то есть нужную ширину нашего прямоугольника. Я очень надеюсь, что я понятно все объяснила и вопросов у вас с этим не возникнет. Смотрите, вот я для образца провязала еще несколько рядов. И если вы вяжете большое изделие, тогда провязывайте еще больше, то есть по тому же принципу, как мы с вами вязали. Вот это вот у меня ширина моего изделия, то есть дальше у меня пойдет длина. Это ширина. Теперь будем вязать вверх длину. Уже у нас не будет расширяться здесь изделие, у нас будет идти вот так вот ровно до тех пор, пока мы не получим нужную длину нашего изделия. Итак, вот здесь вот мы закончили вязание. Теперь все ряды, теперь последующие, пока мы не получим нужную длину нашего изделия, мы будем вязать по такому принципу. Провязываем воздушную, закрепляем ее и начинаем вязать опять вот сюда между столбиком и 3 столбиками. Соединительные, присоединяемся. Теперь набираем 4 воздушные, 3 из которых служат нам столбиком с накидом, и 1 воздушная, которая нам служит промежуточной. Теперь вот сюда же вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Воздушная петля, и дальше до угла, вот до сюда, будем вязать по такому же принципу, как вязали раньше. То есть в каждый промежуток, каждое наше окошко мы будем провязывать по 3 столбика с накидом, потом воздушная, и в следующее окошко 3 столбика с накидом. И так мы будем вязать до конца ряда. Изменение у нас будет только в конце ряда. Вот смотрите, дошла я до конца ряда, у меня остался только вот этот вот промежуток, вот это окошко. Вот я провязала последние 3 столбика с накидом, и больше воздушную я не вяжу, а сразу вяжу вот сюда в окошко патентный столбик с накидом. И теперь смотрите, если вот видите, у нас дальше расширение не пошло, то есть вот все, здесь у нас уже будет идти ровный край. Теперь мы начинаем вязание с 4 воздушных, 3, 4, разворачиваем нашу работу и вяжем не вот в это окошко, а вот в это, во второе. Провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий. Дальше 1 воздушная. И теперь до конца ряда в каждый промежуток мы вяжем точно так же, как вязали в предыдущих рядах. То есть по 3 столбика с накидом, а между нашими этими связками из 3 столбиков провязываем по воздушной петле. Доходим так до конца ряда. Дошли до конца ряда, провязали 3 столбика, теперь провязываем воздушную, и вот сюда вот в это окошко провязываем 3 столбика с накидом. И сюда же провязываем последний патентный столбик с накидом. Здесь я буду менять цвет, ниточка у меня закончилась, поэтому я провязываю воздушную, вытягиваю нитку. Вот смотрите, здесь мы с вами закончили, провязываем воздушную петлю, как обычно, затягиваем ее,
Поворачиваем наше вязание. И теперь между крайним столбиком и 3 столбиками заводим крючок и вытягиваем ниточку. Теперь провязываем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И вот в это же окошко провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик, сюда же второй и сюда же третий. Дальше, так как вязали в предыдущих рядах, провязываем воздушную и в следующее окошко вяжем 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий. Воздушная петля. Следующий точно так же. И так вяжем до конца ряда. Когда дойдем до конца, я покажу, как завершить этот ряд. Вот смотрите, дошли мы с вами до конца ряда. Вот последнюю связку из 3 столбиков мы провязали между 3 и 3. И вот здесь у нас получилось вот такое окошко. Больше воздушно никакие мы не вяжем, мы просто в это окошко провязываем патентный столбик с накидом. И вот если мы вот так вот поставим нашу работу, видите, край у нас идет вот здесь вот ровно. То есть мы просто вяжем длину нашего изделия, просто поднимаемся вверх. Давайте провяжем еще один ряд, чтобы закрепить результат. Здесь я сменю цвет, провязываю воздушную, обрезаю ниточку. Итак, беру новый цвет, провязываю воздушную, затягиваю, разворачиваю работу, так как буду вязать в обратную сторону. Так, и присоединяю соединительные сюда в окошечко. Теперь набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И опять смотрим точно так же, как мы с вами вязали вот здесь вот в предыдущем ряду. То есть мы не вязали вот сюда в окошко еще, мы сразу переходили между 3 и 3 столбиками. И здесь точно так же. И во всех последующих рядах, пока мы будем вязать ширину изделия, будет точно так же. То есть мы начинаем с 4 воздушных и в следующее окошко вяжем 3 столбика с накидом. И дальше до конца ряда провязываем воздушное и следующее окошко 3 столбика с накидом. По этому принципу. Воздушное и так далее до конца ряда. И если мы посмотрим, вот видите, край у нас идет, уже нет у нас расширения, у нас идет край ровный. Дошли с вами до конца ряда, провязываем воздушную, и теперь вот сюда в окошечко между 3 столбиками с накидом и последним столбиком мы провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. И сюда же патентный столбик с накидом. Воздушная, меняем цвет. Как видите, узор мы с вами повторили. То есть там, где у нас заканчивается вот такой вот связкой из 3 столбиков и 1, мы и заканчиваем 3 столбиками и 1. И точно так же начинаем там, где у нас в начале ряда, вот сейчас мы развернули, да, и будем идти обратно. В начале ряда у нас вот такая связка, значит, такую же связку мы должны провязать в начале. То есть у нас будет 4 воздушных и 3 столбика вот сюда в окошечке. Дальше вяжем до конца ряда. И в конце ряда у нас, если вот такая вот цепочка, мы вяжем под нее патентный столбик с накидом. Если же мы начинаем ряд с этой цепочки, мы также набираем 4 воздушные и сразу переходим к вязанию между 2 вот этими вот связками из 3 и 3 столбиков. То есть мы полностью с вами повторяем вязание. Вот сейчас, вот как мы с вами вязали вот эти вот ряды, вот эти вот,
мы точно так с вами будем вязать, пока не получим нужную длину нашего изделия. То есть мы сейчас, вот ширина у нас уже не увеличивается, она у нас уже зафиксирована. Мы сейчас с вами вяжем длину, ну, либо же в моем случае, если так, то это высоту. Можно провязать неограниченное количество рядов в зависимости от того, какой размер вам необходим. Смотрите, когда мы с вами провязали вначале ширину, потом длину, теперь нам нужно закрыть вот эту вот часть. То есть если вот так вот поставить руки, то это будет вот этот угол мы должны с вами провязать. Здесь все очень просто. Начинаем вязать вот с этого угла, там, где у нас была вот такая вот большая связка из столбика и еще 3. Берем новый цвет, провязываем одну воздушную, закрепляем ее, затягиваем. И теперь вот в этот промежуток между столбиком и 3 столбиками заводим крючок, вытаскиваем петельку и затягиваем ее. Теперь смотрите, все последующие ряды мы будем вязать таким образом. Начинаем вязание. 1, 2, 3, 4. С 4 воздушных. И теперь уже вот сюда вязать не будем, а сразу будем начинать вязать вот в эти окошечки. И провязываем 3 столбика с накидом. Воздушная. И в следующее окошке, так как мы вязали раньше, провязываем так, пока не дойдем до конца ряда. Воздушная и так далее, пока не дойдем сюда. Дошли с вами до конца ряда без всяких воздушных, просто вот в это окошко большое провязываем патентный столбик с накидом. Воздушная, обрезаем ниточку, меняем цвет. Дальше провязываем одну воздушную, затягиваем ее. И теперь у нас что с одной стороны? Сейчас, секундочку. С одной стороны вот такая вот большая цепочка, что с другой? И теперь будем вязать так всегда. То есть у нас с каждой стороны будут вот такие вот длинные цепочки. То есть начинаем вязание с того, что закрепляем нашу ниточку новую. Дальше провязываем 1, 2, 3, 4. 4 воздушные. И теперь будем вязать не вот сюда в окошечко, а между 3 и 3 столбиками. То есть точно так же, как делали в прошлом ряду. Первый столбик, второй, третий. Дальше воздушная петля, следующий промежуток, следующее окошко также 3 столбика, 2, 3. И так пока не дойдем до конца ряда. Дошли до конца ряда и, как обычно, без всяких воздушных провязываем патентный столбик с накидом. Смотрите, по такому принципу мы с вами будем вязать, пока у нас полностью не закроется наш прямоугольник. То есть видите, уже пошло сужение. То есть сужение пошло не только с этой стороны, но теперь еще и сверху. У нас начинает сужаться вязание. И каждый раз у нас будет уменьшаться вот эта вот часть. В конечном счете она полностью закроется. То есть мы с вами должны получить что с одной, что со второй стороны вот такие вот полосочки. Провязываем все последующие столбики по вот этому принципу, как вязали последние 2 ряда. Смотрите, я подхожу к концу вязания. Давайте провяжем с вами уголок. Провязываем 1, 2, 3, 4, как обычно. Поворачиваем вязание. У нас с вами сюда мы не вяжем, и у нас с вами остался один промежуток. В него мы провязываем 3 столбика с накидом. И теперь вот сюда под цепочку вяжем патентный столбик с накидом. И теперь здравствуйте. И теперь нам осталось с вами провязать последний 1, 2, 3, 4. 4 воздушные, повернуть вязание. И теперь под цепочку провязать соединительную. Все, одна воздушная, и обрезаем ниточку. Мы закончили наш прямоугольничек. И вот что у нас получилось. Еще можно сделать дополнительную обвязочку, чтобы край смотрелся более как бы завершенно и органично. Ну а если хотите, можно оставить и так.
На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие видео. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.